Всем привет! Сейчас нас окружает неописуемая красота. Все цветет, благоухает. И чтобы продлить это цветение, нам нужно их покормить удобрениями, которые продлят пышное и обильное цветение. До цветения мы подкармливали удобрениями, в которых большее количество азота, для того, чтобы нарастала зеленая масса. Но как только цветы заложили бутоны, начали цвести, их нужно кормить совершенно другим удобрением, для того, чтобы они как можно дольше цвели. Это удобрение диамофоска. 10% азота, 26 фосфора, 26 калия. В основном диамофоску применяют для огородных культур. Но поверьте, что это удобрение особенно хорошо и для цветущих растений. Это целый кладезь витаминов для наших любимых цветочков. Кроме азота, фосфора и калия в этом удобрении есть сера, кальций, магний, марганец, железо, цинк, кремний. Диамофоска не очень хорошо растворяется в воде. Вот как ее растворять и как пролить ею растения, я сейчас вам все покажу. Разбавляется это удобрение столовая ложка без горки на 10 литров воды. Но так как у меня ведро 20-литровое, я буду разбавлять 2 столовые ложки. Добавляю в емкость немножко водички. И размешиваю удобрения в отдельной емкости. Вот так немножечко гранулы растолочь. На это потратится немного больше времени, чем для жидких удобрений. Но зато это удобрение очень эффективное. Буквально на второй день видно по цветению. И вот так разбавляем до того, как гранулы перестанут кататься по дну емкости. Значит, удобрение полностью растворилось. Вливаю в 20 литров воды и размешиваю до однородности. Вода такого светло-розового цвета. Проливать только по влажному грунту. Поэтому первое, что я делаю, это проливаю все свои кашпо, все свои цветы и в грунте, и в кашпо простой водой, для того, чтобы увлажнить грунт. Кашпо проливают до такого состояния, чтобы из дна капала водичка. Это значит, что полностью горшочек весь пролит, грунт хорошо намок. И через минут 15-20, когда стечет лишняя влага, я пролью удобрением. Пока стекает водичка, покажу вам свои кашпо и назову сорта петуний, которые у меня есть. Opera Supreme, Raspberry Ice. Необъяснимая красота, неописуемая красота. На следующий год обязательно я ее посажу тоже. Это тритуния с прожилками. Такие огромные цветы. Здесь у меня 2 или 3 сорта посажены. По-моему, 3 цветочка. Вот белая красота. Вот такая. И немножко бледнее. Дальше Opera Supreme Blue. Это тоже настоящее чудо. Бархатный цветок такого благородного сирени-фиолетового цвета. Очень красивая. Это лавина красная. Ну вот, за лавину я не знаю, я еще сомневаюсь, буду я ее на следующий год заказывать или нет. Красная смотрится очень хорошо.
Есть еще у меня, кроме красной лавины, есть еще лимонная. Сейчас покажу. Вот такая желтая, бледно-желтая по краям и внутри лимонного цвета. Они растут не ампельно, а вверх. Стебель идет в карандаш. Я уже ее несколько раз обрезала, но ничего у меня не получается, чтобы ей создать красивую ампельную шапку. Это тайдал Red Velour. Растет он у меня в 10-литровом ведре, но этого объема для тайдала очень мало. Хотя бы не меньше 20 литров. Вот эта же лавина у меня в грунте. Лавина желтая. Видите, она вся идет в карандаш. Вот такие мощные стебли. И уже я их миллион раз обрезала. И все равно они... Все равно вот новые отростки и новые отростки, как дерево, как ветки деревьев. И рядом покажу тайдал, который растет у меня в грунте. Огромный куст. Это тайдал Silver White. Здесь у меня посажено одно растение. Вы можете поверить, что из одного растения вот такой в диаметре 1,5 на 1,5 метра куст. Но это действительно так. Вот такие яркие белые цветы, но они не сильно белые, они такие с сиреневым отливом. И внутри сиреневая серединка с прожилками. Это лавина белая, тоже в 10-литровом кашпо, в 10-литровом ведре у меня. И вот здесь у меня этот же тайдал Silver White, но в 20-литровом ведре. И вот что значит объем грунта. Если в грунте он растет до 1,5-2 метров в объеме, и цветы насыщенные, в общем, они берут из грунта все питание, которое им положено, то в ведре тайдал, но питания ему в кашпо не хватает. Для тайдалов нужно очень большой объем грунта. Это тоже тритуния, розовый, бордовая тритунья, сиреневая, вот такая. Здесь небольшой кустик петуньи и лобелия. Лобелийку нужно будет обрезать для нового цветения, потому что она уже как бы первое цветение, первая волна цветения у нее прошла, поэтому ее нужно обрезать и подкормить. Вот сегодня я этим всем займусь. Целый ряд у меня цинии. Циния очень красивая, белая, вот такая желтая, сиреневая, красная, оранжевая, вот такая циния, вот такая, очень красивая циния. Здесь есть у меня еще, я не знаю, как она, голубая, наверное. Покупала я голубую цинию. Вот с цинии я уже, с этого цветка я уже наберу своих семян. И на следующий год я их покупать уже эти семена не буду. Буду высаживать свои семена. Вот еще такая красная есть. Знаете, вот как говорят, такой он цветок не очень красивый, но я могу с этим поспорить. Высокие красивые стебли, и на каждом стебле цветок, и он создает такую красивую композицию. В общем, мне этот цветок очень нравится. Смотрите, разве это не красота? Водичка уже, лишняя влага уже стекла, уже ничего не капает. Поэтому можно проливать. Набираю в лейку удобрения. Проливаю в
таком количестве, чтобы опять пошла водичка. Из дренажных отверстий прошла водичка. Цветы возьмут удобрения столько, сколько им нужно. Лишнее все выйдет через дренажные отверстия. Можно полить вода удобрения с разницей в ночь. Допустим, с вечера пролили простой водичкой, утром пролить удобрением. Или наоборот. Часто этим удобрением пользоваться нельзя. Примерно раза 2 в сезон. Но только перерыв между такими подкормками должен быть месяц или 1,5. Сегодня мы проливаем растения свои под корень. Завтра этим же удобрением вечером сделать пролив по листу. Но разбавить удобрения половину столовой ложки на 10 литров воды. Это для того, чтобы сбрызнуть по листу. В общем, первый день проливаем под корень, второй день проливаем по зеленой массе, по цветам из пульверизатора. Но только дозу немножко меняем на меньшую. На этом все. Пусть ваши растения как можно дольше цветут, радуют вас. Всем, кто оставался со мной, всем спасибо за просмотр. Всем пока.